Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие подруги. Всем привет, дорогие друзья, здравствуйте, мои дорогие подписчики, здравствуйте, мои дорогие. Всем привет, дорогие друзья, здравствуйте, другие подруги, а также мои дорогие зарубежные подписчики, здрасте вам тоже. Настал тот день, настал тот час, когда у нас в руках есть и 6S Rockwell, и 6C, наконец-то мы их можем сравнить. Более подробно, чуточку повнимательнее все это рассмотреть и потрогать, я приглашаю вас на крупный план. За ним ознакомитесь, что у нас будет сегодня все остальное. Ну а я начинаю подготовку. Вы давайте на крупный план, а я вперед. К одному моему свету в окошке Rockwell 6S, который мне чрезвычайно нравился всегда, и я думаю будет нравиться дальше, добавился еще один, ребята. Тоже Rockwell. Тоже 6, но только C. Разница между ними в исполнении, в металле. То есть разный металл. Если первый из нержавейки, то этот сплав цинка. Вот сегодня мы, ребята, с вами их вместе и рассмотрим. 6C приходит в вот такой коробочке. В отличие от своего старшего брата, у него мало того, что металл другой, у него еще и цена другая. Он на порядок дешевле. Если на сайте производителя это $50, и если, допустим, на Gift & Care смотреть, это испанский магазин, Момен, тот самый магазин, который прислал нам на обзор вот этот станок, то там порядок цен несколько иной. 55 евро за полную версию с 3 плитами и 34,5 евро с одной плитой. Плита, которая идет в наборе в 2C, это первая и третья. Приходит вот такой коробочки, бывает двух видов, то есть двойное покрытие. Первое это White Chrome, вот тот, который вот здесь вот у нас сегодня есть, а второй это Gunmetal. Я так понимаю, я его не видел ни разу, но думаю, что это под цвет оружейной стали, что-то типа такого. Все необходимые надписи, атрибуты, прочее, здесь, конечно же, есть. Вся полностью информация, которая должна быть к этому станку, и даже больше, тоже здесь есть. Такие вот плямбочки, смотрите, интересные. Расписана каждая плита, для чего, почем, как, сколько и что нужно сделать для того, чтобы лучше всего побриться. То есть вот, короче, молодцы, ребята, хорошо подошли. Пускай это не так помпезно, как в случае со старшим братом, но и, скажем так, и цена-то тоже сильно отличается, чуть ли не в 2 раза. Когда откроем коробку, изнутри вытащим вот такую вставку. Это что-то такое под бархат, ну понятно, что это пластик. Вместе с этим станком идет Rockwell Razors, это Shredded Steel, 5 штук лезвий. И ребята рассказали одну интересную фишку, что если вы заказываете на сайте производителя и к вам не приходит эта пачка лезвий, а было уже такое, все, что нужно сделать, это просто написать на сайт, и вам вместо недоложенной пачки пришлют 100 штук лезвий. По крайней мере, один такой прецедент уже есть. Я считаю, что парню просто повезло. Молодец, красавчик, не растерялся. Лезвие пока уберем в сторону. Вытаскиваем, будем сейчас смотреть. Итак, ребят, прошу любить и жаловать семейство Rockwell'ов 6S и 6C. У каждого по 2 плиты. Полностью повторяют друг друга. Наша с вами задача сейчас будет найти различия. Если они есть, то какие. Итак, поехали. Давайте, наверное, с плит начнем. 6-я плита 6C. 30 грамм. 6-я плита у 6S. 33. Разница в 3 грамма. 3-я плита у 6S 32, 28 у 6C, разница 4 грамма. Наконец, сами станки. 6C, 95 грамм. 119. Получается 24 грамма разница. Ну, из этого можно сделать вывод, что не уменьшение веса было целью изготовления этого станка. С весом разобрались, давайте теперь рассмотрим их более подробно. Оба станка трехсоставные. Собственно, тут никакого удивления быть не может, потому что это одно другого подобие. Не случайно я оставил именно эти плиты. Я понимаю, что основная масса людей, которые пользуют этот станок, у них разброс с 3 по 5. Это те основные плиты, то есть 3, 4, 5, на которых люди сидят. Именно поэтому я сегодня взял 2-ю и 4-ю. Четверочка, золотая середина, чтобы именно на этой плите провести тест. Но я думаю, что будет разумным, если лезвия будут из коробки, родные.
На оба станка поставим одно и то же лезвие, прогоним с одной стороны одно, с другой стороны другое, и посмотрим, если есть отличия, то каковы они. А теперь давайте просто по функционалу посмотрим. Ручка у одного и у второго. Ну, я и не ожидал, что по длине они будут как-то отличаться. 85 мм, что у одного, что у другого. Что же мы имеем по факту? На нержавеющей версии я увидел вот этот радиус. Он более закругленный. Не знаю, видно вам, не видно, постараюсь это показать. Видите, здесь как бы вроде такая вот полукруглая фасочка снята. А что касается 6C, то здесь она более прямоугольная, как будто просто резец подвели и убрали его в сторону. Во всем остальном, чисто визуально, вижу, что несколько иная накатка. Это могу объяснить тем, что сам для себя, как на самом деле, я не знаю, этого производителя лучше, конечно, спрашивать. Разные материалы и та же самая накатка, допустим, для нержавеющей стали может вполне себе не пойти на более мягкий сплав. То есть вот из-за этого, вероятно, как-то. Но нужно отдать должное, что общий рисунок и общая характеристика самой ручки максимально приближены к оригиналу, то есть к 6S. С этой стороны тоже как бы не подкопаться. Естественно, соблюдена общая форма. То есть одна широкая полоса, потом пробел, и две через маленький пробел еще более узкие полосы. Верхняя часть, ну, как по мне, так она вообще просто практически один в один. Посмотрите. Если отличия есть, то их нужно будет не со штангелем, а с микрометром искать, чтобы их поймать. Вес нержавой ручки 72 грамма, а вес из сплава цинка 54 грамма. Ну, то есть, как бы тоже не очень большой разлет, 18 грамм. То есть, ну, вполне себе. Хотя, честно признаться, вот эта ручка мне больше нравится именно по весу. Нержавая, я люблю такое тяжеленькое. Плиты. В плитах я нашел различия только вот в этих вот, блин, нет у меня ничего тоненького, жалко. Вот видите, здесь такие вот, как обработка после литничков, вот такие вот полукружия есть. То же самое есть и на сплаве из цинка, но только они не выпуклые, они вогнутые. И разница лишь в том, что вот здесь вот на этой вот впадинке они тоже есть, а на 6C впадинки ровные совершенно, здесь их нет. Во всем остальном совершенно идентичные, совершенно одна в одну похожие плиты. Разница лишь, конечно, в материале изготовления, ну и в покрытии. Кстати, качество покрытия вот этого хрома крутил, вертел, там под капот заглядывал по колесу, пенал, стекло протирал. Ребят, ну честно скажу, не нашел до чего докопаться. Пока нравится. Как будет со временем, ну конечно посмотрим. Видео с распаковкой, там ребята Рубилова устроили по поводу усеченной резьбы, не усеченной резьбы. Ребят, я хотел бы вас расстроить или обрадовать, я не знаю, как это сказать. Дело в том, что она везде усеченная. Сейчас я найду, где это место. Да, вот эта сторона. Видите? Она и там усечена. Это очень хорошо видно, если, допустим, вот так повернуть. Может быть, визуально она не очень хорошо заметна, но тем не менее видно, что усечена резьба и там, и там. Разницу я нашел лишь вот в этих вот фиксирующих камельках. На 6S, мне кажется, они более закругленные. Может быть, это обман зрения из-за покрытия. На самом деле это не так. Тут трудно сказать. Даже длина резьбы и на том одинаково. Вот в чем точно есть разница, так это вот в этих вот окончаниях. Здесь оно более полукруглое, посмотрите. Вот видите? А здесь оно более плоское, что ли. Ну, опять же, оно не совсем плоское, оно просто более плоскую форму имеет, но оно тоже стремится к полукругу. С обратной стороны разницы вообще никаких, только разница в покрытии. Вот и все. Опять же, повторюсь, качество покрытия хрома мне нравится. Ну, а здесь сатин. Вроде бы подробно рассмотрели. Давайте сейчас поставим лезвие на оба станка. И будем бриться на четверочке. Хотя четверку-пятерку. А смысл? Нет, давайте уже на четверке все полностью прогоним, как я привык. Мне четверочка тоже нравится, тоже заходит. Я думаю, это будет вполне себе логично. Кстати, лезвие достаточно неплохо упаковано. Посмотрите.
В верхней бумажке клея никакого нет, в нижней бумажке просто полупрозрачная калька. Опять же с названием. Но видно, что ребята заморочились, молодцы, молодцы. Вначале упакуем наш 6S. Будем бриться на 4-й плите, поэтому 4-ка наружу. По ходу резьбы, вот пока, мне кажется, что на 6-ке S она как-то получше, потому что, хотя, знаете, давайте сейчас 2-й тоже накручу и уже будем оба сравнивать, чтобы не быть голословным. Вы знаете, нету разницы. Я вот сейчас, почему я первоначально подумал, что есть разница? Потому что когда я первый раз крутил ручку на 6C, мне показалось, что она несколько колтыхается. Сейчас же я вот вытащил ее совсем на 6S, наполовину закрутил, ну то же самое колтыхание. Поэтому обвинения в сторону 6C, они какие-то беспочвенные, закручивается без натяга. То есть вот вы крутите, дошли до точки, хлоп, провернули буквально, ну, может быть, где-то 1/10 от оборота. Все, она встала, больше крутить смысла нет, больше вы не закрутите. И здесь то же самое. Вот сняли совсем, до половины накрутили, вот он колтыхается, потом до конца, вот все встало, да? А теперь хоп, где-то на 1/10 оборота и все. Оно стоит, никуда не колтыхается, и больше крутить смысла нет, потому что дальше вы просто не прокрутите. Кстати, нашел еще одно различие, я думаю, и вы тоже. Смотрите, с торца плиты нет вот этой гравировки. Rockwell. Давайте посмотрим по вылету. Да, оба станка красавцы. Посмотрим, как будут в работе. Вот, парни, это что касалось станков. Мыло. Мыло я выбрал сегодня Morris Farm Drum от Александра не случайно. Потому что Сашке этот станок очень нравился. И мне почему-то показалось, что будь он жив, ему было бы интересно принять участие в этом обзоре, поэтому однозначно это мыло, и Сашка будет тоже в обзоре. Небольшой кусочек, 50-граммовый, это, насколько мне зрение не изменяет, сандал и Shea Butter, масло Shea. Очень хорошо оформлена, такая какая-то нестандартная, знаете, такая под старину бумага, плотная, и причем с подробной инструкцией, что нужно сделать для того, чтобы хорошо и качественно побриться. То есть вы остаетесь без выбора, или вы должны быть после душа, или как минимум сделать компресс горячей водой, потом распарить ваш помазок, набрать его и сразу же идти на лицо, круговыми движениями все это дело растираете, втираете, мало того, что взбиваете в пену, так вы еще и массаж делаете, и это все здесь подробно расписано. Молодцы, ребята, для новичков самое оно. Ребят, запах великолепный, как будет в работе, ну, посмотрим чуточку позже. По многочисленным заявкам телезрителей сегодня будет, сами знаете кто, это Симош 1305. Что-то парни в теме решили, что он застоялся, и вот сегодня мы его и выберем. Может быть, не совсем верный выбор для этого мыла, но тем не менее, я думаю, что он все-таки справится, потому что хоть и, знаете, вот он в пограничном состоянии помазок, потому что при узле в 22 у него высота 55 и ручка тоже 55, весь он 111, и кто-то может подумать, что вот при таком диаметре слишком длинный узел. На самом деле, когда начинаешь в работе его проверять, то здесь удивительный баланс между эластичностью, гибкостью и жесткостью. Вот этот помазок я бы стричь не стал.
но и наращивать его больше не стал бы тоже. Мне кажется, ребята здесь вот заложили какую-то золотую середину, и она каждый раз выстреливает. При его смешной стоимости, там что-то в пределах 12-14 евро, это, ну, еще одна маленькая звездочка, некоронованный король. Ручка, посмотрите, какая. Эргономика полнейшая. То есть вы когда берете пальцами, вам это удобно, хорошо, здорово, рука не напрягается совершенно и не устает. Выпустить такой помазок из рук при любом раскладе, в пене, драный, сраный, пьяный, неважно, никуда он не денется, потому что вот он, все, сел. Это как сцепка на тепловозе. Бумс, и все. То есть, ну, мне он очень нравится. За свои деньги это просто находка, красавчик. Не смотрите на то, что у него тут волосья в разные стороны торчат. Это Вадим Викторович Шлепенький неправильно его один раз ставил, вот он так высох. Сегодня мы его намочим, он опять будет, баба-ягодка опять. Вот, это за помазок. Автошеевая тема, ребята, сегодня я прямо в ударе. Недавно любимая меня в Парфюм Лидер отвела, ну там по своим делам, пока она стояла на полочке, ковырялась, я что-то вспомнил наш предыдущий разговор, ну и видел вот это вот свободовские дела, и вот это вот еще не пойми что, но стоит бешеных денег, чуть ли не 50 с лишним рублей, 52 что ли. И я подумал, что вам интересно было бы на все это посмотреть, тем более, что бальзам-то с этим, с не очень хорошим таким запахом мы уже попробовали, а вот здесь вот запах нормальный, а это лосьон вообще травяной, так что сегодня будет вот это. Ну и постарался что-то попроще взять, чтобы от основной темы не отвлекать обзор. Все, парни, пошли бриться. Морис Фармдран прям на пачке написали, что и как нужно делать. И я не буду замачивать это мыло, просто намочу его, если гонца пройду. На пачке там этого написано не было. Ну, мы его сейчас так чуть-чуть используем как стик. Я думаю, сегодня вообще без чаши. Так, сразу же на лицо. Пойдем и зайдем. Так, все, он пускай работает. Отпарим салфеткой его потом. Так, а если сейчас помазок наберу, так сразу бы по-хорошему и на лицо надо было идти. А какой смысл тогда в этом пришиве? Да никакого. Давно я так не делал, маленько подзапутался. Давайте сейчас сразу же салфетку вот на эту красоту наложим, а потом уже загрузим помазок и в путь. Хочу напомнить, что все будет проходить на 4-й плите. Но что-то я в последний момент, знаете, так подумал и думаю, лишним не будет. И 5-ю, 6-ю-то тоже прихватил. Поэтому, если что, она у нас под рукой, всегда сможем перемахнуть. Кто-то из вас в комментариях, по-моему, там, где, да, Вадим Варн спрашивал, там, а вот как это, как то, вот по поводу станков, кто-то ответил, да, конечно, прогресс. Что там, плиты замахаешься переставлять на Роквелле, она и там раз-раз крутанула все. Есть своя сермяжная правда, но не забывайте, ребят, вы каждые 5 минут не переставляете. Вы раз переставили и в путь, ну а раз переставить... Но это не проблема. Намочили, стряхнули и, наверное, прям в руках его наберу. Вот, смотрите, как поперло. Прям в огороде бузина. Ну, Симош 1305 это тот помазок, за который, я думаю, ну, мало найдется охотников сказать плохо. Потому что вот за свою бытность работы с этим помазком, вот сколько веду на канале видео, я, честно сказать, не припомню даже одного случая, чтобы кто-то пришел и сказал, ребята, а вот что-то мне 13.05-то не зашел нифига. Я такого не помню. И мне он нравится. И по более многих Симожей. То есть вот в нем есть какая-то своя аура. Может быть из-за ручки, может быть еще из-за чего-то. Но вот что-то вот в нем камильфо есть какое-то. Так. Угу. Оно? Он как заботливая мамаша. Ребята, пена-то. Зацените. При всем при том, мы его там практически не набирали.
а уже все готово. Если все это протянет до конца и не будет оседать, честь ему и хвала. Посмотрим, как еще брить сейчас будет. Я не не семирукий пятичлен. Вот есть такое желание, знаете, попробовать сразу двумя, чтобы одновременно понять, будет какая-то разница или нет. Не знаю, что из этого выйдет. Лучше не надо. Дело не в том, что могу порезаться. Дело в том, что информатика через правую руку передается по привычному, а левой как-то, знаете, что-то еще непонятно. Поэтому как не своей рукой бреюсь. Да пока лезвие как лезвие. Ну да, конечно, вес станка все-таки дает о себе знать. По сути, он как грейдер прошел, все собрал, да и все. Так, ну что этот? Что-то не поняла. Да, 4-я. И здесь 4-я. Вот предварительное впечатление, что 4-я на 6C, она более информативна. Нет ничего же уже такого, знаете, жесткого, ярко выраженного в запахе мыла. Оно, да, на самом деле что-то там сандалвудовское такое есть, но не доминирующее, не пробивающее, легкое, знаете, как сквознячок, ветерок такой пробежал. Во время бритья оно, да, есть, но если будете принюхиваться, один вырвали.
Парни, вы знаете, пока никаких особых различий вообще. После мыла остается достаточно. На подбривку там еще что-то прогнать, да, все это есть. Станок скользит, тоже нормально. Ну, структура пены, посмотрите. Хорошо, просто хорошо. Ребят, я не пойму, как вот это лезвие кому-то может заходить. Вот с моей колокольни это лезвие не кокосовое. Вообще не кокосовое. Мало того, что вот пару вот этих вот коцок поставил, я прям слышал, как оно волос не режет, а перепиливает. Ну ладно, это потом. Что у нас осталось? У нас еще осталось дофигища пены, чтобы подсобрать, что там у нас есть уже, и вывести в ноль, в дельфинчика. Пена сама по себе, знаете, как Merry Christmas. Merry Christmas. Вот как снежок, как сугроб, как снеговичок. Ну, пум, села и все. Ну, это снег. Вот что вы хотите от снега? Вот снег, он и есть снег. Вот, это пена. Вот так вот он себя ведет.
Здравствует Автошейф. Автошейфом решил выбрать лосьон с витамином F, который с травами. Почему-то мне этот запах так вот чрезвычайно прям понравился, зашел, хочу его попробовать. Брал его в парфюм Лидер, там оба свободовских были где-то что-то там 100 рублей, 110, 120, что-то вот такое вот. Ну, не такие уж и большие деньги, да, не маленькие, согласен, булка хлеба стоит 30, но тем не менее, вполне себе на фоне остальных. Дозатор очень интересный, запах мало того, что он травяной, он какой-то еще и свежий. Не случайно он какого-то голубого цвета, знаете, запаховая, все-таки нота какая-то такая летняя бриза, озоновая, что-то идет. Нет, озона, наверное, все-таки поменьше, а вот какая-то океаническая, водная тема, водная какая-то разыграна. Вот аква, вот просто бьет в мозг, аква, что-то вот такое свежее, влажное, приятное, прям, ну, интересное. Так, и что у нас там? Опять 3D, да и фиг с ним. Ух ты, что-то я его узанул прям негуманно. Одеколона вообще 0, ну а алкоголя. Ой, ребята, как он пахнет, ё-моё. Вещь. Просто вещь, однозначно вещь. Несмотря на то, что алкоголя я вообще не почувствовал, как такового, знаете, вот удара вот такого жесткого не было. А вот сейчас вот какое-то легкое такое пощипывание, жжение есть. Но это не холодок, это что-то другое. Это, судя по всему, вот эти вот маленькие нанороботы что-то там с моим слегка потревоженным эпидермисом что-то делают. Там пластыри накладывают, банки ставят, там зеленкой мажут, что-то вот такое. Я чувствую, что это работает. Классно. Классно. Если под конец еще и пленки не останется, так это вообще будет зачет. Ну, аж за 100 рублей, ребят, ну, это must-have. Это просто must-have. Свободовцы молодцы. По запаху, вот с тем, что было на предыдущем обзоре, ребят, я согласен. Тот автошейф какой-то супер-пупер навороченный по своим свойствам и работает. Но запах отвратный. Просто отвратный. Не хочу навязывать свою точку зрения, но, парни, мы же все это делаем для себя любимых, чтобы получать какой-то фан. Но вот с тем я фана никакого не получаю. Да, согласен, если взять прищепку, ее тырц на нос, ну и в течение там раз намазал и ходишь, там полчаса прищепку не снимаешь. Да, почему нет? Нет, я мальчик взрослый, я могу и без прищепки, в конце концов. Я и в канализацию могу залезть, если надо. Но тут как бы другой случай, сами понимаете. Итак, нашим баранам сладкое мы оставим на потом. Лосьон свободовский после бритья с витамином F. Ребята, ну хорошая классная штука. Не надо даже напрягаться, чтобы его взять. Просто будете где-нибудь в тех краях, это парфюм Лидер, там Ашан или еще где-то, увидели свобода, лосьон, FF, витаминчик, прикупите. О, нормальный, хороший. Свободовцы молодцы. Что до помазка? О чем про него говорить? Это вещь. Это классика. Я знаю, вот есть прораза, да? Можно про него говорить плохо, хорошо, да и пофигу этому прораза. Он сам по себе вещи. Он всегда был, всегда есть и, дай бог, всегда будет. Потому что у людей ниша такая, такое качество и такая цена, что позволяет пользоваться этим продуктом миллионам. И была бы какая-то какашка, миллионы бы этим не пользовались, а миллионы пользуются. И прораса оно было, оно есть и будет, потому что это какая-то такая достаточно бюджетная при хорошем качестве позиция. Бюджетная при хорошем качестве позиция. Согласен, до сих пор иногда бывает недоразумение, слышал не раз, что люди покупают по Москве, а там волос 2, 3, 5, 10 лезет. Ребят, ну и король иногда бывает тоже голый. Только это не все замечают. И дорогие помазки там по 100, по 200 евро. Тоже такое бывает. Ну а здесь-то, господи, за 12 евро. Ну вылезла, не леза. 15 волосин. Да и хай с ним. Ну, он все равно будет работать. Куда он денется? Чтобы он совсем развалился? Нет, я такого не слышал. Вещь, однозначно вещь. Если кто-нибудь думает, ребята, у него, кстати, несколько вариаций. Это крашено, есть еще просто с ручкой.
с деревянной, там, из бука или еще из чего-то, тоже вариант, тоже хорошо. Но вот этому вот уже, смотрите, вот сколько, наверное, ну года 3, наверное, и вот за все это время только чуть-чуть, вот так вот, чуть-чуть красочка облупилась, ну на скорость не влияет, глаз не режет, вполне себе адекватная, зачетная, хорошая Экскалибур, да, или что тут, хорошая штука. Мыло. Морис и Фарндран. Так как? Вы понимаете, оно хорошее. 5, да, 5. Пена классная, консистенция классная, скольжение хорошее, запаховое. По запаху можно тоже 5 поставить, но по интенсивности запаха, ребят, это трояк. Потому что, ну, я понимаю, что это все имхово. Есть люди, которым этот запах вообще нафиг не нужен, а мне он нужен. Я его люблю. Все хорошие запахи, я их пью, я их ложкой ем. Я вот так вот, как молчишь, плохишь, обмазался бы вареньем, я бы этим запахом обмазался, сел бы и дышал бы им. Мне вот это подавай, понимаешь, волю, стихию, крылья распустите, как дал. А здесь, ну какая воля, стихия? Тебе в пару сдунули, а вот так, да что ты там мне дышишь в спину? Что-то вот такое вот. Ну то есть вот хороший продукт, но не мое. Вот так вот. А то, что 5, это однозначно 5. Однозначно 5. Запаху бы еще добавили так маленечко. Вот это было бы само то. Но это уже такое. А что касается того, что оно и для сенситивной кожи, там, и для всего прочего, очень даже принимаю, даже не на веру, уже сам попробовал. Потому что вот смотрите, сейчас побрили. О, кстати, практически ничего от лосьона-то и не осталось. Нормально. Лезвие шло хорошо, но даже после того, как вы лезвием все сняли, там осталась еще достаточно приличная масса, которую вы не только станком чувствовали, могли станком провести, но и это еще руками осязалось. Я больше чем уверен, что если взять вот так вот рукой поводить, то и пена бы пошла. То есть молодцы ребята, хорошо сделали. Но вот запаха мне не хватило, так что вот как бы вот не было. Rockwell Razors лезвие. Ребят, не мое. Точно так же, как вот есть люди, которые эти лезвия зашло, да, оно им классно. Понимаю, мне не зашло, вам зашло, я за вас счастлив. А за себя, ну я другое найду, тоже не проблема, тоже как бы не это. Я не понимаю, почему. Вроде бы все нормально, все хорошо, шведская сталь, бла-бла-бла, там по заказу делают, но что-то, может, заточка какая-нибудь, а может, толщина стали какая-то не та. Ну, много других лезвий, которые гораздо круче вот этого. Даже несмотря на всеядность тех станков, которыми мы сегодня брились, я чувствовал некий дискомфорт. То есть, действительно, каждая волосина там, знаете, вот как вот раньше в армию на 25 лет провожали, так вот лезвие встречается с этой волосиной, это, да ты, сука, умри уже, отрежься. А вот оно там ноет и ноет. Другие подошел, вжик, все, разговор окончен. А вот тут как-то все вот это вот, и я это чувствовал. Не совсем дно, в моем понимании, но и не предел мечтаний. То есть, не зашли, однозначно не зашли. С этими станками тем более бы я их не использовал, потому что сам станок располагает к тому, чтобы получать удовольствие. Здесь удовольствие было, но чуть меньше, чем я мог бы получить, потому что были эти лезвия. С другими лезвиями, а я это уже пробовал, удовольствия гораздо больше. Та-да-да-да-да-да. Станки. Ребят, я и понимаю, и не понимаю Rockwell Razors. Я понимаю, что они сделали вот эту вот облегченную версию в 2 раза дешевле из сплава цинка, чтобы, как бы сказать, ну, завоевать еще одну нишу рынка, потому что 100-120 баксов отдавать, сколько он там, я не посмотрел, посмотрите, ребята, я сейчас не помню. На самом деле сумма-то не маленькая, не каждый может себе позволить. Да, разные вариации, там с 1 плитой, с 3 плитами. Но тоже, знаете, так хитро выделано все это сделано, потому что тот вариант, который идет с 1 плитой, там всего лишь 1 и 3. А 3, в моем понимании, это та минимально возможная, на которой вообще в принципе можно бриться. Потому что если взять, допустим, 1 и 2, так они вообще уже больше похожи на легендарный Feather, который сейчас уже сняли в производстве, у которого там агрессивность то ли 0, то ли минус 10, что-то вот такое вот. То есть там, ну, минус 10 шучу, а то там скажут Вадим, дезинформицию, но он мягкий. Вот то же самое здесь на 1-2 плите.
выпуская вот этот станок, они даже изменений никаких не внесли, существенных, чтобы как-то его изменить. Вот в моем видении вот это практически два одинаковых станка. Первое различие в цене я уже назвал, второе различие в весе. 24-25 грамм, да, оно есть. На весах мы это зафиксировали. Но вся фигня в том, что как вы только начинаете бриться, вы это тут же теряете. Потому что 125 грамм, что 95, но это одного поля ягода. В любом случае это не 50, не 60, не 70. То есть это чуть более тяжеленький, а это просто тяжеленький. Если это папа грейдер, то это пускай сынуля, но тоже грейдер. Он так же херачит, как и папаня, и ничуть от него не отстает. Вот тут я не понимаю, выпуская вот это, по сути, очень сильно должны упасть продажи нержавого. Какой смысл платить 120 бакинских, если можно за 50-55 взять годную вещь? Хотя, с другой стороны, может быть, у компании более такой дальний прицел, потому что, ну ладно, какая-то часть перескочит с нержавого на этот, но есть же люди, которые любят долгое, вечное. Пускай он хорошо сделанный, качественный, с великолепным покрытием, но все-таки это сплав. Ну да, нержавейка тоже сплав, но все-таки сплав нержавейки и сплав цинка – это как бы две больших разницы. Как говорят, где? В Одессе, да? Так что, ребят, ну, в моем понимании, это два одинаковых станка с минимальными различиями по качеству изготовления. Ну, в смысле, по качеству вообще различий никаких нет, они классные. Я имею в виду по металлу, по весу и с очень большими различиями по цене. То есть это однозначно вещь. Команде Gift & Care в лице Момен хочу сказать огромное спасибо, что дала возможность показать вам это, ребята, потому что ну, там так-то ценник 55 евро, а плюс еще с учетом скидки для канала, там Home Like, вам там еще маленечко 10% скинут. Ну как бы это, ну почему нет? Вполне себе вариант, очень даже. Рад и, блин, ну прям удивлен, честно сказать, удивлен. До последнего не верил, до последнего думал, что что-то там какая-то собака порылась, что-то там такое вот да будет. Ну не может быть, чтобы так вот компания взяла себе, кусок пирога отрезала там, ну не руку, конечно, но палец точно. То есть продажи должны упасть, если это такой же хороший. А он собака хороший. Он хороший, великолепный, качественный станок. Причем за вполне разумные деньги. Так-то разобраться, 50 евро это даже меньше, чем Progress Long. Он, по-моему, там где-то что-то 60-70, что-то типа такого стоит. Сравнивать это с Progress Long по вариативности, да, можно. И тот, и другой настраиваемый. По бритью, но все-таки я бы не стал. Они по бритью разные. Кому что больше, лучше, это вы уже там сами решите. Мне Rockwell по бритью заходит, конечно же, больше. Однозначно. Он для меня комфортней, он для меня уютней. Это все равно, что как, ну, ты сидишь, телевизор смотришь, а вот кошка пришла тебе на коленки бряк, и ты сидишь и не думаешь нифига, просто сидишь и там за ухом чешешь и все. А прогресс, это ты иди эту кошку поймай, притащи, да еще не факт, что она сидеть будет. Если сядет, да, будет тебе счастье, все будет нормально, все хорошо, но так еще за ней сходить надо. А здесь ходить не надо, она сама приходит. Вот как-то так. Пускай натянуто, но скомкано, но тем не менее. Парни, кто думал зато брать 6S или 6C, ребята, смотрите по деньгам. Если, допустим, решите брать нержавый, не проиграете. Потому что нержа, она и в Африке нержа, ее хватит, ой-бой и сколько. Если вдруг решите сэкономить и взять 6C, ребята, вполне себе понимаю, берите. Тот аргумент, что там все-таки цинк, и он не такой долговечный, как нержа, в перспективе да. Но кто мерил ту перспективу? Если через 50 лет этот цинк будет держаться точно так же, то, тот 100 лет, ну вот ёпарасы, ну вот это разница, да, тут, знаете, тоже такая палка-то о двух концах. Ну вот, пожалуй, что и все. Зачет. Момен, еще один раз огромное спасибо тебе. Thank you so much. Момен, you are beautiful. Beautiful magnetic ladies. And thank you so much again. Добра вам, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. И до новых встреч. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Вадим. Пока-пока.